Привет, Арми! Сегодня мы здесь не ради срочных новостей, не ради заголовков и не ради громких заявлений. Сегодня мы здесь ради чувства. Момента, когда мир замедляется, когда воспоминания тихо возвращаются и когда одно имя объединяет миллионы сердец. Сегодня мы здесь, чтобы поздравить Ким Тэ-хёна. Сегодня лента новостей ощущается по-другому. Не громче, не быстрее, но тише, почти как будто мир решил остановиться, хотя бы на мгновение. В Твиттере, теперь известном как X, одно имя всплывает снова и снова. Оно не появляется в заголовках или срочных новостях. Оно не появляется с тизерами или расписаниями. Оно просто появляется. Ким Тэ-хён. С самых ранних часов дня, еще до восхода солнца в некоторых частях мира, фанаты уже проснулись. Кто-то листает ленту в постели, кто-то тихонько публикует посты во время перерывов на работе, а кто-то просто наблюдает, как заполняется лента, чувствуя что-то знакомое в груди. «С днем Тэ-хёна!» Эти слова повторяются бесконечно, но ни одно из них не кажется пустым, потому что это не просто день рождения. Это похоже на коллективное воспоминание, разворачивающееся в реальном времени. На X лента превращается в нечто большее, чем просто лента новостей. Она становится общим альбомом. Всплывают старые фотографии, Тэ-хён смеется за кулисами, Тэ-хён стоит один под мягким светом, Тэ-хён смотрит на публику так, будто слушает, а не выступает. Фанаты публикуют не просто изображения, они публикуют моменты. Они пишут о том, как его голос впервые заставил их остановиться, о ночах, когда его песни казались им компанией, о том, как его присутствие успокаивало, когда все остальное казалось слишком громким. Многие посты не упоминают награды, они не упоминают цифры. Вместо этого они говорят что-то вроде «он дарит ощущение комфорта», «он дарит ощущение искусства», «он дарит ощущение дома». И каким-то образом все понимают, Ким Тэ-хён никогда не демонстрировал свою трансформацию громко. Фанаты на X часто говорят об этом, о том, что его трансформация не сопровождалась резкими поворотами или драматическими заявлениями. Это происходило постепенно. От мальчика с квадратной улыбкой и яркими глазами до художника, чье молчание говорит так же громко, как и его голос. Они говорят о том, как он научился быть наедине с собой, как изменились его выражения лица, не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы отразить. Пролистывая ленту, чувствуешь, как время медленно течет. Люди говорят, что Тэ-хён напоминает им, что рост не всегда означает стать больше. Иногда это означает стать глубже. Одна тема повторяется снова и снова в постах. Мягкость. Фанаты говорят, что Тэ-хён научил их тому, что быть нежным не значит быть слабым, что чувствительность — это не то, что нужно скрывать. В мире, который часто превозносит шум, скорость и силу, Тэ-хён стал доказательством того, что спокойствие может быть мощным, что умение слушать может быть громче слов, что одно лишь присутствие может оставить неизгладимый след. По мере того, как хронология событий продолжается, начинает происходить что-то еще. Между поздравлениями с днем рождения и воспоминаниями фанаты начинают замечать знакомые закономерности. Одни видеоролики всплывают чаще, чем другие, одни моменты повторяются снова и снова. И постепенно, почти неизбежно, начинает появляться еще одно имя — Чонгук. Не объявленный, не выделенный, просто есть. Армии всегда были внимательны. Они замечают взгляды, они замечают паузы, они замечают то, что не сказано. В день рождения Тэ-хёна фанаты замечают, как часто Чонгук появляется в воспоминаниях, которыми люди делятся. Старые сценические выступления, моменты, запечатленные между хореографическими номерами, смех, не нуждающийся в объяснениях. Фанаты не преувеличивают. Им это не нужно. Они просто говорят что-то вроде «они росли вместе». Они всегда были рядом. Это видно потому, как они стоят.
Тэхён и Чонгук во многом разные. Фанаты на X открыто об этом говорят. Тэхён – задумчивый, артистичный, замкнутый. Чонгук – целеустремленный, экспрессивный, бесконечно любопытный. Разные энергии, разные ритмы. И все же каким-то образом их судьбы всегда пересекаются. Они выросли под одним и тем же светом, учились под одним и тем же давлением, несли ожидания, которые мало кто мог понять. И несмотря ни на что, они оставались бок о бок. Фанаты часто упоминают эту деталь. Чонгук не празднует громко. Он не из тех, кто публикует длинные сообщения или делает драматические жесты. Вместо этого его присутствие говорит само за себя. Обмен взглядами, Легкая улыбка, стояние рядом, не требуя объяснений. В день рождения Тэхьона фанаты интерпретируют молчание Чонгука не как отсутствие, а как ощущение близости. Некоторые связи не нуждаются в постоянном подтверждении. Они уже пережили. Пролистывая дальше, фанаты начинают говорить меньше о выступлениях и больше о времени. Они говорят о днях стажировки, долгих репетициях, тихих моментах за кулисами, моментах, которые ни одна камера не смогла бы полностью запечатлеть. Они говорят о том, как совместное взросление меняет людей, как общее давление создает понимание, которое нельзя заменить словами. Тэхьон и Чонгук разделили не только успех. Они разделили неуверенность, они разделяли страх, они разделяли становление. По мере того, как день движется вперед, тон повествования снова меняется. Он становится меньше о праздновании и больше о размышлениях. Фанаты пишут о том, как Тэхьон помог им пережить трудные времена, как его музыка словно давала разрешение замедлиться, чувствовать глубоко, существовать без объяснений. Они говорят, что наблюдать за его ростом – это очень личное, как будто часть их собственного пути отражается в его. И присутствие Чонгука в этих воспоминаниях кажется естественным, как константа, которую никогда не нужно подвергать сомнению. Сегодня речь идет не о цифрах, не о возрасте или достижениях. Речь идет о времени. О том, как Ким Тэхьон стал человеком, который несет в себе глубину без тяжести. О том, как Чонгук стал человеком, который поддерживает, не стремясь быть впереди. О том, как их пути, хотя и разные, остаются связанными. С наступлением ночи в разных уголках мира время не замедляется. Оно смягчается. Фанаты публикуют последние сообщения перед сном. Некоторые говорят «спасибо», некоторые говорят «надеюсь, вы счастливы», некоторые вообще ничего не говорят, только фиолетовое сердечко. И в этом тихом цифровом пространстве становится ясно, почему этот день ощущается иначе. Потому что это не просто день рождения, это напоминание, что росту не нужен шум, что связям не нужны объяснения, что некоторые связи крепки именно потому, что они тихие. Утренний солнечный свет касается крыш Сеула, Парижа, Нью-Йорка и Токио. И все же где-то в цифровом мире временная линия уже оживает. Фанаты публикуют фотографии, фрагменты концертов. Моменты, запечатленные много лет назад, теперь снова дышат на экранах. Мягкая волна фиолетовых сердечек заполняет X. Это тихо, но мощно. Напоминание о том, что один голос, одно присутствие могут преодолеть континенты и сердца. Смех Тэхьона во время интервью за кулисами, его игривые жесты во время репетиций, то, как он смотрит на фанатов во время пения, все это всплывает на поверхность. И повсюду повторяются слова «Счастливого дня Тэхьона». Но даже в повторении это звучит свежо, потому что это не просто поздравление с днем рождения, это коллективная память. Это эмоции, которыми делятся без необходимости перевода. Пролистывая дальше, замечаешь повторяющуюся тему – размышления. Фанаты пишут о том, как Тэхьон вырос, не только как айдол, но и как человек, справляющийся с давлением славы, ожиданий и самой жизни. Они публикуют моменты уязвимости, молчания, тихой силы. День, когда Тэхьон не просто пел, он говорил своим присутствием. Некоторые пишут: он – доказательство того, что нежность – это сила.
Другие просто делятся фотографиями без подписи, позволяя эмоциям говорить за себя. И это не ограничивается какой-либо одной страной. От Сеула до Сан-Пауло, от Токио до Лондона поклонники чувствуют одно и то же тепло, одну и ту же гордость. Фанаты отмечают простые повседневные моменты. То, как Тэхьон наклоняет голову во время выступления, то, как Чонгук ждет его на краю сцены. Смех, возникающий после небольшой ошибки в хореографии. Каждое воспоминание — это нить, сплетающая большую историю дружбы, роста и взаимного уважения. Фанаты замечают, что Тэхьон определяется не только своими выступлениями, его определяют пространства, которые он создает вокруг себя. Его способностью дарить утешение, вдохновлять на терпение, излучать спокойствие. А Чонгук? Он — тихое эхо этого пути, присутствующий, но не затмевающий, поддерживающий, но не выставляющий себя на показ. По мере того, как день идет, временная шкала начинает напоминать живую мозаику. Фанаты делятся не только воспоминаниями, они делятся эмоциями. Радостью, ностальгией, гордостью и благодарностью. Некоторые пишут трогательные письма. О том, как впервые услышали песню и почувствовали, что их понимают. О ночах, когда его смех был достаточно, чтобы поднять настроение после тяжелого дня. О связи, которую они чувствуют, даже находясь за тысячи километров. И повсюду по экрану пробегают фиаметовые сердечки. Один цвет, но несущий в себе миллионы общих чувств. День рождения Тэхьона — это не просто праздник возраста, это праздник времени. Тихого роста, который происходит вдали от внимания публики. Фанаты размышляют о том, как он изменился. Из подростка с горящими глазами в мужчину, понимающего всю важность присутствия. Из исполнителя в рассказчика, из кумира в артиста, который трогает сердца, даже не прилагая усилий. И Чонгук остается частью этой истории. Постоянная фигура, спутник сквозь время, зеркало, отражающее общий путь. День подходит к концу, и мир медленно возвращается к своему ритму. Одна истина остается неизменной. Некоторые моменты, некоторые люди оставляют следы, которые время не может стереть. Ким Тэхьон подарил нам не только музыку, смех и воспоминания. Он показал нам, что нежность — это сила, что присутствие может говорить громче слов, и что истинная связь преодолевает расстояние и время. А Чонгук, тихо находясь рядом с ним, напоминает нам, что узы, построенные на доверии и понимании, это те, которые длятся вечно. Сегодня мы празднуем не просто день рождения. Мы празднуем рост, мы празднуем дружбу, мы празднуем любовь во всех ее тихих, неприходящих формах. Так давайте же завершим эту часть с сердцами полными благодарности и осознанием того, что история Ким Тэхьона еще пишется. Один прекрасный, незабываемый момент за раз. С днем рождения, Ким Тэхьон! И спасибо тебе за то, что ты делишься своим путем с миром.